Введение. 14. Мы легко оставили бы без внимания возражения некоторых скептиков по поводу орфографических ошибок, совершенных некоторыми духами, если бы только оно не должно было дать место существенному замечанию. Орфография их, нужно признать это, не всегда безупречна. Но нужно быть слишком близоруким для того, чтобы видеть в этом причины для наведения серьезной критики, говоря, что поскольку духи знают все, то они должны знать также и орфографию. Мы могли бы противопоставить им многие погрешности этого рода, совершенные учеными Земли, что не отнимает у них ничего в их достоинстве. Но в факте этом есть вопрос более серьезный. Для духов, и в особенности для высших духов, идея есть все, форма ничто. Освобожденная от материи их речь между собой стремительно, как мысль, поскольку это и есть сама мысль, передаваемая без какого-либо посредника. Стало быть, они должны чувствовать себя неловко, когда им приходится, обращаясь с нами, пользоваться длинными и неудобными формами человеческого языка, и в особенности из-за недостаточности и несовершенства этого языка, не способного выразить все их идеи. Именно это они и говорят сами. Любопытно также видеть те средства, которые они употребляют часто, чтобы смягчить это неудобство. То же самое было бы и с нами, если бы нам приходилось изъясняться на языке, более длинном и растянутом в словах и оборотах своих, и более бедном в выражениях, нежели тот, коим пользуемся мы сами. Это затруднение, которое испытывает гений, негодующий на медлительность своего пера, никогда не поспевающего за его мыслью. Поэтому можно понять то, что духи придают мало значения орфографическим безделицам, в особенности же, когда речь идет о каком-либо наставлении, важном и серьезном. Впрочем, разве не изумительно уже то, что они с равной легкостью изъясняются на всех языках и понимают их все? Из этого, однако, не следует заключать, будто условная правильность речи и письма была бы им неизвестна, они соблюдают ее, когда это необходимо. Так, например, стихи, продиктованные ими, не побоятся критики самого педантичного пуриста, и это при полном невежестве и неосведомленности медиума.